Чемпиона России по боксу Дмитрия Двали забила толпа бородачей. Он пытался защитить человека от агрессоров, но просчитался, его быстро окружили и сбили с ног. Самое трагичное, что жертва вынуждена попрощаться с любимым спортом, благородный поступок обернулся потерей глаза. Сначала было возбуждено дело только о хулиганстве, но в ситуацию вмешался лично глава следкома Александр Бастрыкин. Он поручил переквалифицировать действия нападавших. Разберем все подробности этой истории. Просьба поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. В Феодосии чемпион России и Европы по боксу стал объектом нападения толпы бородачей, когда попытался защитить человека, подвергающегося агрессии со стороны неизвестных. Этот инцидент был заснят на видео. Дмитрий оказался в окружении толпы. Он старался объяснить что-то нападающим, но те напали на него. Парень прикрывал лицо руками и пытался отступить. Толпа наращивала натиск, ударили его по ногам. Дмитрий упал на тротуар, где получил еще 2 удара ногами. В этот момент к месту событий подбежал крупный мужчина, и нападающие поспешили скрыться. Видео драки на набережной Феодосии в Крыму распространилось по всему интернету. Это яркое свидетельство того, что против лома нет приема. Дмитрий Двали, боксер, победитель множества поединков и опытный спортсмен, оказался бессилен перед толпой агрессоров. Член национальной сборной по боксу, чемпион России 2022 года, бронзовый призер чемпионата мира 2023 года и чемпион Европы 2024 года, приехал в город для проведения мастер-класса. Утром 28 июля в 6 утра он вместе с братом и медиком отправился на утреннюю прогулку по набережной перед отъездом. Через полчаса они направлялись обратно в отель и увидели толпу мужчин, избивавших молодого парня. Дмитрий вмешался, чтобы разнять нападающих, но они переключили свою агрессию на него. Даже имея боксерские навыки, противостоять толпе было невозможно. Брат и медик пытались помочь, но их оттеснили. Двали упал на землю и был жестоко избит. Приехавшая скорая помощь диагностировала у Дмитрия перелом орбитальной кости и серьезные травмы глаза. Он был в сознании и даже смог ответить на сообщения в социальных сетях. Операцию Дмитрию будет проводиться в одной из частных клиник Москвы, об этом сообщил его тренер Иван Щелок. Врачи считают, что шанс сохранить зрение невелик, вероятно, его глаз будет видеть все хуже. Эти травмы могут поставить под угрозу его дальнейшую боксерскую карьеру. Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев назвал поступок Дмитрия примером всем мужчинам. А это никчемная нечисть, которая толпой решила показать свое превосходство, не думая головой, потому что, видимо, нечем думать, будет найдена и наказана по всей строгости закона. Ни один выродок не сможет избежать наказания, мы это гарантируем. Мы своих не бросаем. По его словам, федерации окажут Дмитрию всю поддержку, помогут получить лечение, в дальнейшем найти работу, если не удастся продолжить карьеру. Также готовность помочь выразили в Федерации бокса России, сделав официальное заявление. Поклонники спортсмена также поддерживают его. Поступил как настоящий русский мужик. Дмитрий, смелый мужчина, не прошел мимо беспредела. Некоторые из агрессоров пытались уладить конфликт, предложив братьям деньги, но те отказались от компенсации. Братья намерены бороться за справедливость и не оставлять это дело без внимания. Драка, после которой чемпион России по боксу получил серьезную травму глаза, лишившись зрения, это не хулиганство. В дело о нападении толпы бородачей на Дмитрия Двали пришлось вмешаться лично главе следкома. Председатель Следственного комитета поручил переквалифицировать действия лиц, напавших на чемпиона России по боксу, говорится в сообщении ведомства. Там же напомнили, что расследуется уголовное дело о хулиганстве, но с учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса. Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство. Стало известно, что задержаны все участники массовой драки, в результате которой Дмитрий получил тяжкие телесные повреждения. МВД РФ опубликовало оперативные кадры задержания подозреваемых в нападении на чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали. Агрессоры находились у себя дома, когда к ним наведались силовики. При встрече с сотрудниками МВД все преступники уже не выглядели такими смелыми, как когда толпой напали на 2 человек. 2 из 9 нападавших отправили под домашний арест, остальные – в отделе полиции. Возбуждено уголовное дело по статьям хулиганства и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц. По мнению юриста, им грозит срок до 12 лет. Если действия нападавших будут квалифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью, а потеря глаза является именно таковой, то максимальный срок по этой статье 12 лет.
Конечно, при назначении меры будут учитывать все обстоятельства дела, степень общественной опасности, личности подсудимых и смягчающие либо отягчающие обстоятельства, поделился с журналистами юрист Александр Степанов. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!